Взрывной поворот в деле Северного потока. Украина, Италия, Германия – все переплетено. Генералы обратились к Зеленскому. Президент озвучил цифры потерь. Каким образом Кремль вышел в ноль. Шпионы среди нас. Российские агенты могут оказаться где угодно и кем угодно. Россия снова не виновата. Теперь оправдания звучат в ЕС. Новая версия истории от темной лошадки московской дипломатии. Слухи о третьем сроке опровергнуты. Президент больше не пойдет на выборы. Но есть одна очень важная деталь. Дождитесь, чтобы узнать. Сколько стоит запудренный мозг? Путинские пропагандисты зарабатывают себе состояние на промытых головах. Журналисты все посчитали. Об этих и других главных событиях утро вторника, 28 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Кремль выходит в ноль. Сколько собрали, столько и потратили. И это я про людей. В интервью изданию Axios президент Украины отметил, что у Путина не хватает ресурсов для захвата Донбасса, и за последние месяцы на фронте нет значительных изменений. На поле боя никто сейчас не выигрывает. Об этом говорит и американская разведка. Это была цитата президента Украины. Он же озвучивает цифры набора в российскую армию за этот год и темпы ее сокращения. Мои генералы говорят мне, что в 2025 году Россия потеряла 346 тысяч солдат убитыми и ранеными. Это почти то же число, что Россия мобилизовала за это время. Президент Украины также посчитал, что новые санкции США могут сократить российский нефтяной экспорт на 50%, и это будет стоить им до $5 миллиардов в месяц. Россия снова переписывает историю, но теперь вместе с ней и логику. Главный в путинской упряжке дипломатов Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу заявляет, что агрессия России против Украины якобы не противоречит Будапештскому меморандуму. По его словам, меморандум якобы лишь гарантирует неиспользование ядерного оружия против неядерных стран и ничего больше. Лавров также попытался оправдать действия Москвы, обвинив Киев в нарушении прав нацменьшинств и других положений, прописанных не в самом меморандуме, а в отдельной декларации. Когда нас обвиняют в том, что мы нарушили столько всего, мол, мы, знаете ли, вторглись в независимое государство, нарушив, например, его суверенитет, нарушив Будапештский меморандум, прежде всего мы признали Украину на основе ее собственной декларации о независимости и ее конституции, где говорилось «нейтральное безъядерное государство вне блоков с правами всех нацменьшинств и прочим». Это затем закрепили в конституции. Мы признали именно такую Украину, и она совсем не та, что сегодня. Будапештский меморандум 1994 года четко обязывает Россию, как одну из стран-гарантов, уважать суверенитет и территориальную целостность и независимость Украины, а также воздерживаться от угрозы силы и применения силы. С 2014 года попытка аннексии Крыма, вооруженная оккупация Донбасса, с 22-го полномасштабное вторжение. Все это прямое и грубое нарушение подписанных обязательств. Заявление Лаврова – это очередная попытка вывернуть международное право в удобную для Кремля сторону. Но Будапештский меморандум был написан не по понятиям, а четким юридическим языком. И он однозначен: Россия нарушила все, что могла. В Словакии в который раз напоминают, на чьей они стороне. Не то чтобы мы сомневались, но надежда была. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Словакия не станет участвовать ни в одной инициативе Евросоюза, которая направлена на финансирование военной помощи Украине. Ako predseda vlády Slovenskej republiky odmietam. Как премьер-министр я отказываюсь позволять Словакии участвовать в каких-либо финансовых схемах, направленных на помощь Украине в ведении войны и покрытии военных расходов. Да, ни одной пули бесплатно. Если кто-то хочет что-то у нас купить, пожалуйста, мы продадим. Это значит никакой летальной помощи Украине бесплатно, и мы не будем участвовать ни в одной схеме, ни в одной, которая привела бы к финансированию военных нужд Украины.
Фицо привычно раскритиковал санкции ЕС против России, говорит, что они вредят Европе больше, чем Москве. Комментируя риски для словацкой нефтеперерабатывающей компании «Словнафт», премьер отметил, что она входит в венгерскую энергетическую группу МОЛ и сама не является импортером российской нефти. После прихода к власти его правительства в 2023 году Словакия прекратила государственные поставки оружия Киеву, но не стала запрещать коммерческие сделки в этой сфере. Шпионы среди нас. Громкое задержание в Катовице. 34-летняя женщина и 32-летний мужчина, граждане Украины, схвачены польскими спецслужбами по подозрению в шпионаже. Но для кого они работали? Ответ засекречен, но, кажется, без того все ясно. Официально пара устанавливала скрытое устройство наблюдения, отслеживала военные объекты и критическую инфраструктуру. В зоне интереса не что-нибудь, а маршруты, по которым через Польшу идет оружие и техника в Украину. Суд уже отправил их под стражу на 3 месяца. Версия следствия: они выполняли разведывательные задачи прямо в стране НАТО. В заинтересованию тех особ были объекты войсковые. Их интересовали военные объекты, а также объекты критической инфраструктуры, транспортная система Польши. Среди прочего, они фиксировали перемещение военных грузов, которые через Польшу направлялись на помощь сражающейся Украине. По решению суда, после предъявления обвинений, представленных прокурором военного отдела окружной прокуратуры в Люблине, эти двое были взяты под арест. И это не единственный случай. Ранее задержали человека, который запускал дрон над правительственными зданиями в Варшаве. И еще до этого подростки, подозреваемые в осквернении памятника Волынской трагедии, которые действовали по заданию российских спецслужб. Итальянский суд дал зеленый свет. Гражданина Украины экстрадируют в Германию. Его зовут Сергей К., и его подозревают в причастности к взрывам на Северном потоке в 2022 году. Тем самым, которые разрушили 3 из 4 ниток газопровода и стали шоком для всей Европы. Задержали его в августе на отдыхе возле Римини с женой и детьми. С тех пор он в тюрьме строгого режима. Германия считает его одним из организаторов громкой диверсии на дне Балтийского моря. Ранее Польша отказалась экстрадировать другого украинца по тому же делу. Германия хочет допросить фигурантов, но одни страны соглашаются, другие нет. Кто стоит за атакой на газопровод? Как думаете, Украина, США, Британия или все-таки сама Россия? Развязка близко, она может быть неудобной для многих. Ваше мнение пишите в комментариях. Будем очень рады их почитать. Литва будет открывать огонь на поражение. В стране приняли решение сбивать воздушные шары контрабандисты из Беларуси. По словам главы правительства, речь идет о контрабандных аэростатах, из-за которых уже 4 раза за последнюю неделю приходилось закрывать аэропорт Вильнюса. Речь идет не только о контрабанде сигарет, но и о гибридных атаках со стороны Беларуси. В связи с этим все пограничные переходы с Беларусью будут закрыты. Исключение сделают, но небольшое. Мы готовы принять решение о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок, но с определенными исключениями. Дипломатам и дипломатической почте будет разрешено перемещаться, а также гражданам Литвы и ЕС будет позволено въезжать со стороны Беларуси, но все остальное движение будет закрыто. Таким образом, мы подаем сигнал Беларуси и заявляем: здесь не потерпят никаких гибридных атак. Мы примем все самые жесткие меры. Правительство Литвы рассматривает возможность инициирования консультаций по статье 4 Устава НАТО. Она предусматривает возможность срочного обсуждения в случае, если одна из стран-членов ощущает угрозу своей безопасности. Инциденты с объектами в европейском воздушном пространстве не единичны. В последние недели дроны и аэростаты нарушали безопасность аэропортов в Копенгагене, Мюнхене и по всему Балтийскому региону. Минск официально не прокомментировал заявление премьер-министра. Трамп заявил, что не будет баллотироваться в 2028 году. Но есть важная деталь. Это он не о президентских выборах. Его слова развеивают надежды части сторонников, которые предлагали хитрую схему возвращения Трампа к власти на 3-й срок в обход 22-й поправки Конституции США, которая запрещает избираться президентом более 2 раз. Ну, у нас отличные люди. Мне даже не нужно в это вдаваться. Один из них стоит прямо здесь. У нас есть Джей Ди, вице-президент, разумеется, тоже отличный. Я думаю, Марко великолепен. Думаю, вряд ли кто-то стал бы баллотироваться против них двоих. Если бы они объединились, это была бы неудержимая сила. Правда? У меня лучшие показатели, если вы посмотрите.
Идея была простая. Трамп идет в вице-президенты, а номинальный президент после победы уходит в отставку, и Трамп возвращается в Белый дом. Но сам действующий президент поставил точку, участвовать в таком сценарии он не собирается. Ранее он подогревал слухи, раздавая кепки с надписью «Трамп 2028» и играя на публике с темой третьего срока. Теперь он дал понять, что не намерен идти окольными путями. По крайней мере, пока. Пока Россия тонет в экономическом и военном кризисе, главные рупоры пропаганды Скобеева и Попов продолжают обогащаться. Как выяснил The Insider, за 4 года полномасштабной войны их доходы выросли в 1,5 раза. Только Скобеева официально зарабатывает около 2 миллионов рублей в месяц или 22 миллиона в год. В августе 24-го чета приобрела роскошный особняк за 150 миллионов рублей в поселке Новохово на Новой Риге. Дом в стиле русской усадьбы включает 4 спальни, кабинет, бассейн и баню на дровах. По данным журналистов, особняк был оформлен через фирму, которая связана с Поповым. Но с тех пор, как Попов стал депутатом Госдумы, он перестал публиковать декларации, но их лайфстайл говорит сам за себя. Супруги не скрывают любви к роскоши и при этом продолжают ежедневно разжигать ненависть в эфире федеральных каналов. Ненависть – самый стабильный актив в путинской экономике. Пропаганда приносит миллионы, а цена – разрушенные жизни, города и будущее страны. Черногория временно приостанавливает безвизовый режим с Турцией после вспышки насилия в Подгорице. Решение продиктовано необходимостью обеспечить стабильность и безопасность. Поводом для резонансных событий стало ножевое ранение местного жителя, которого, по версии следствия, атаковали граждане Турции и Азербайджана. Оба подозреваемых задержаны. Сразу после этого десятки черногорцев вышли на улицы столицы, переворачивали и били автомобили с турецкими номерами, напали на группу турков. Полиция задержала 45 граждан Турции и Азербайджана, которые, как утверждаются, находились в стране без законных оснований. Все это вместе послужило причиной приостановки безвизового режима. Власти Черногории пока не исключают, что меры по контролю за въездом будут ужесточены и в отношении других стран. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.